Что такое безумие? Безумие – это купить BMW E39 на последние деньги. Меня зовут Андрей Куан, и вот уже 2,5 года я владею этой машиной. Эти 2,5 года были наполнены счастьем и разочарованием, горем и радостью, любовью и ненавистью. Эта машина научила меня многому. И это мой проект Build Up. Когда я дал 200 тысяч рублей прошлому владельцу, я получил нечто, что меня безумно пугало. Пугало от того, что я вообще не знал, что с ней может произойти. Это, наверное, незабываемые чувства, потому что ни от какой другой машины я такого не испытывал. Именно от BMW. Потому что все те легенды, слухи, стереотипы, которые ходили вокруг этой машины, сейчас оказались у меня в руках, и денег осталось всего лишь 15 тысяч, потому что я взял ее на последние деньги. И, соответственно, эта машина могла сразу превратиться в недвижимость, без возможности какого-либо ремонта. Если бы я знал, что мне придется пережить на тот момент, я не уверен, что хотел бы это повторить, но я счастлив, что это было, и я это преодолел. Ведь без этого я бы не стал тем, кем я стал. Последняя серия. Первые месяцы после покупки – это сплошное восстановление, обслуживание автомобиля и устранение косяков прошлых владельцев, которые теперь достались мне. Но уже тогда тучи над моей головой сгущались, но я, ничего не подозревая, надеялся построить в 2016 году стенс-проект на базе E39 на расширении. И вы только представьте, как бы он выстрелил тогда. Кольца-то менять когда собираешься? Тема машины дымит. Это BMW за 200. Так и должно быть. И я действительно верил в это, потому что вложения стоили копейки. За первые 3 месяца я потратил всего-навсего 25 тысяч рублей. И уже со спокойной душой начал копить на винты, на диски. Но тут наступила точка невозврата. Наступило то, чего я вообще не ожидал. Ну, на самом деле, конечно же, я это ожидал, но не так резко. Я думал, что, как в красивых историях, двигатель скажет мне: Андрей, подойди ближе, еще ближе. Андрей, я не чувствую компрессии. А я бы ему ответил: у тебя ее нет. И двигатель бы еще умирал месяц-два, но нет. Какого черта? На съемках обзора тачка просто не завелась. И я, морозя руки, ноги и все остальное, звеня всем, чем только можно, в крещенские морозы в минус 30 в январе во дворе пытался воскресить ее. Я менял свечи, прокаливал их, менял датчики коленчатого вала, подливал масло в котлы, пытаясь сделать искусственное дыхание трупу, но все было тщетно. BMW превратилась в настоящую некро-BMW. Ну а пока я греюсь. Спустя 3 месяца я оживил ее своими собственными руками при огромной поддержке, советах и помощи Володи у него в гараже, и за что ему огромное спасибо. И также огромное спасибо Илье и Ане, что не бросили меня тогда в трудную минуту и почти каждый день ездили со мной в гараж, помогали мне всем, чем только можно. Я думал, что самое страшное уже позади, но на самом деле это был лишь моросящий дождик перед настоящей бурей. Блин, ну я счастлив. Я даже поверить не могу. Булавку привари, чтоб не слазили больше. Да. О боже. Это просто кайф, а не звук. После переборки двигателя я стал не спеша покупать винты, подобрал диски, нашел бампера и стал приводить в порядок машину уже внешне. И, о да, это было просто незабываемое время, потому что из ведрища машина стала приобретать хоть какой-то вид. И на самом деле на каждом этапе постройки мне помогали мои друзья, за что вам огромное спасибо. Никита, Гриша, Миша, Антон, Арсений, Вася, Дэн, Тимощ, Макс, Рома, Барс, Георгий и Ромчик. Спасибо вам огромное, парни. И, конечно же, огромное спасибо моей любимой. Аль, без тебя бы этого не получилось. Эта машина подарила мне много новых знакомых, новых друзей и научила лучше разбираться в людях. Ваше предложение? Можно попробовать спаять. Не получится, можно попробовать слепать.
У тебя есть паяльник? Гардена и 1/4 Лиги Чемпионов сегодня, пацаны. Устанавливаем вот здесь телек. Используем гараж по предназначению. Вы чувствуете, к чему я иду? Чемпионы, когда я это увидел, это обрело масштаб катастрофы для меня. Потому что все, к чему я стремился, оказалось где-то на Марсе. А я вот только-только слез с дерева и пытался разжечь костер, ударяя камень о камень. В один день на занижении, когда я поехал к Антону в гараж устанавливать задний бампер, я пробил топливную магистраль. И когда мы полезли туда смотреть, что же все-таки произошло, я обнаружил, что у меня нет полов. Все, это фиаско. Не, ребята, все шутки шутками, но братишке моему реально плохо. Я прям расстроен. И... Но это неожиданно. Я прям не ожидал, что здесь настолько все плохо. Снизу это все так не выглядело вообще. Я даже подумать не мог, что там, ну... короче, Бэха реально сгнила хуже Жиги. Потому что очень все запущено, очень. Нужно спасать братишку. Пилить, варить, делать... Потому что, ну, я так просто не сдамся, я так не брошу тачку. Ну, то есть, тут прям уже что-то родное такое, потому что нельзя это так просто оставить. Но Потому что через месяц я должен был ехать в Клинчет, устанавливать расширение, а единственное, что я мог на тот момент, это тормозить как Флинстоуны, и то, это не заглядывая под ковер. Когда мы с Георгием и Ромой разобрали мою некруху, я понял, что я выиграл некро BMW лото. И все те мои песни-пародии оказались чертовски пророческими. 5 минут назад в пороге 5 отверстий. Там реально начался ужас. Долгие 3 месяца переварки были пронизаны страхом, волнением, суетой, желанием успеть на фестиваль, мечтами достроить в этом сезоне проект. Но с каждой частью кузова вставал лишь один вопрос. Неужели может быть еще хуже? И каждый раз тачка отвечала: изи. Кровь, пот и ржавчина. По-моему, неплохое название фильма о BMW. Вот так выглядит Шкода, полностью заряженная всеми вещами из Бэхи. Тебе хорошо? Офигенно. Весь прикол в том, что если наш крюк оторвется, то мы покатимся назад. А он может? Да, ты, кстати, зря там машину поставил. Да ладно, тормози, есть что. У меня нет тормозов. А где они? Нет. Бэшечка переезжает. После переварки наступил этап сборки машины в автохабе. И тогда я уже стал замечать, что машина стала оживать, она по чуть-чуть поддалась и была готова к преображению. Парни постарались на славу, и я действительно успел в срок записи в Клинчет. Ну а уже в мастерской Клинчет парни приступили к уникальному преображению автомобиля. О боже, сколько я начитался и наслушался комментариев о том, что какие фендера, это же легендарный кузов Е39, это же немец, купи себе японца и делай с ним такое. И каждый такой комментарий подогревал меня и говорил мне, что да, Андрей, ты делаешь то, что нужно, ты делаешь все правильно. Но, безусловно, были и те, кто меня поддерживал и говорил, что не слушай никого, гни свою линию, и вы не представляете, насколько мне было это важно и нужно, чемпионы. Фендера, сплиттер от Фила, новый задний бампер. Все это уже настолько преобразило BMW, что даже не покрашенная она уже собирала лайки и делала меня самым счастливым человеком. Вообще ощущения такие, как будто она всегда так ехала и всегда такой была. Я дико кайфую и считаю, что вот этот образ, это вообще то, что нужно для этой BMW. Я кайфую неимоверно. Я так мечтал прокатиться вечером и прям с удовольствием. Единственное, у меня глаза слезятся, это, к сожалению, не слезы счастья от того, что выгнул мне в лицо, короче. И так... Моя мечта реализовывалась на моих глазах, и только тогда я понял, что не зря это все. Вот правда. Парни и феи, желаю вам испытать эти эмоции, чувства, пережить это, когда строите автомобиль мечты. Поэтому мечтайте, рискуйте и действуйте. Чемпионы и девчата, неужели этот момент настал? Я даже поверить не могу. Я сейчас смотрю в экран, потому что там стоит Бэха. И меня просто переполняют эмоции. Наверное, к особенному виду авто я шел 2 года. 2 года владения этой BMW, чего только не было. О, боже мой. Представляете, я сейчас выезжаю из Клинчета на широкой тачке.
Вы только посмотрите, она уже имеет вид. И что будет, когда я ее покрашу? Мне кажется, я вообще от счастья лопну. Шли дни, до феста оставалась 1 неделя, и я преодолевал трудность за трудностью, и оставался лишь последний штрих – это покрас авто. До 1 июля фестиваль BMW принимает заявки в топ-16, и я успел отправить фотографии своего автомобиля в полном фарше, но без покраса, объяснив всю ситуацию, что сейчас готовлюсь к нему, что машина обязательно будет покрашена к фестивалю, что она вообще строится к этому фестивалю. Но, к сожалению, никакого ответа я так и не получил. Но думаю, ладно, машину все равно красить нужно. Единственное, весь бюджет на покраску автомобиля у меня ушел в переварку, и тут стал вопрос, как же все-таки красить автомобиль. Первым вариантом была покраска действительно дорогая, хорошая, от 60 тысяч рублей, с полным разбором и прочим. Бюджета не было, соответственно, мы переходим ко второму варианту. Вторым вариантом была пленка. Но, к сожалению, за эти деньги пленка отпадала, потому что это был обычный вариант для такси, с самой плохой и дешевой пленкой, поэтому я от этого варианта отказался. И оставался третий вариант, это покраска из баллончиков. Я подумал, что да, действительно нужно рискнуть, как я рисковал на протяжении всей постройки этого автомобиля. Я обратился к Степе и нисколечко об этом не пожалел, потому что именно так, за самые короткие сроки, с минимальным вложением средств можно было преобразить автомобиль полностью. Можно было реализовать все, что угодно, чего нельзя было при полноценной покраске сделать и чего нельзя было сделать при пленке. За эти деньги придумать что-то более оригинальное, яркое, стильное и дешевое невозможно. И я был настолько поражен покрасом, что я хотел сохранить его как можно дольше, и было принято решение залакировать машину. А когда на следующий день я ее увидел, я растаял. Ребята, это просто охренеть. Я сейчас увидел тачку свою. Охренеть вообще. Я просто не мог поверить в то, что я сделал это, что мы с вами сделали это. Я отправляю повторно заявку сразу после покраса и получаю ответ, что меня не могут выставить в топ, потому что все места в выставочной зоне уже заняты и распределены. В тот момент я был подавлен. День X. Мой первый фестиваль. Я забираю камеру из ремонта, потому что мне ведь именно этого не хватало, чтобы за последнюю неделю перед фестом камера сломалась, а у меня там финальные штрихи подготовки BMW, которые необходимо снимать. Приехав на фестиваль, я не находил себе места. Я пытался встретиться с организаторами, чтобы лично поговорить по поводу оценивания моей машины в номинации ТОП-16 или хотя бы ее рассмотрений в этой номинации. Но, увы, получил отказ. И чтобы поддержать меня, Арсений сделал табличку, что топ-1 зрительских симпатий фестиваля получает моя BMW. Положив табличку под стекло своего авто, я уже пошел подснять для вас материал, как проходит фест, и как Миша выигрывает Burnout-контест на своей E30. Но, увы, когда я приехал домой, я обнаружил, что все файлы были без звука. Что-то было в моей камере не так. Все эмоции, мысли и переживания остались без звука. Именно поэтому не вышло материала с Beamer Days, друзья. Но ничего, подумал я, еще поезжу по фестам в этом году. Главное, что машина готова, она на ходу, она привлекает внимание и нравится людям. А самое главное, она дико нравится мне. У меня нет слов, ребята, вообще. Вот честно, я вот реально, я бы хотел быть владельцем этой машины. Вот честно. Сейчас, как в концовке хорошего фильма, сидя рядом с моей BMW, я понимаю, что все это было не зря. Весь этот путь, все события и люди, с которыми свела меня BMW, сделали меня таким, какой я сейчас. Да даже канала, возможно, бы не было, не купи я это ведро тогда. Сколько жизненного опыта я приобрел и сколько новых друзей. Мы с вами одна большая команда Build Up Squad. Спасибо вам огромное, мои чемпионы. Каждый конец – это всего лишь начало. И да, друзья, я принял это решение. Я считаю, что машина должна остаться в семье. Поэтому я хочу передать ее одному из вас. Да,
нужно двигаться дальше. У меня есть для вас еще много идей, много планов. Поэтому я хочу подарить вам то, что строил для себя. Я реализовал свою мечту и теперь дарю эту мечту кому-то из вас, кто так же, как и я, когда-то сейчас сидит и мониторит Авто.ру в поисках своей BMW E39. Условия и сроки розыгрыша вы узнаете в следующем видео, а сейчас подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и первым получить свою золотую наклейку Build Up для участия в розыгрыше. Всем мир, чемпионы!